Надо, чтобы что-то глобальное произошло, чтобы люди поняли, что творится. Они завидуют нашей дружбе со всеми странами. Завидуют, что мы много делаем для других. Завидуют нашей силе и непобедимости. Завидуют русской душе и богатству нашему. Нет такой в мире страны, которой бы нам не завидовали. По оружию, как его, Шойгу, все хорошие, Лавров. Потому что у нас много полезных ископаемых, нефти, газов. Ведь не Байден послал туда гуманитарную помощь, а Россия послала. Завидует ли Запад России? Втайне. Таня завидует. Я Как? думаю, что да. Завидует русской душе и богатству нашему, духовному. Запад нам еще как. А как вы считаете, в чем он нам завидует? Во всем. Ну, например. Есть ответ. Во всем. А вы как считаете? Им тоже завидуют. Завидует ли России Запад? Завидуют нашей силе и непобедимости. Во всем завидуют. Все, и нашей душе русской. Потому что такой душе нет на Западе. У них все зачесано на деньги. А мы умеем любить, прощать, радоваться даже по мелочам. Запад? Ну, как вам с этим? Завидуют, наверное. А как думаете, в чем? Во всем. Например. Ну, например, то, что у нас безработица большая. Ясно? Еще что сказать вам? А еще в чем завидуют? Ну, в чем завидовать еще? То, что Путин сказал пойти на войну. А зачем это нужно? Кому это нужно? Я считаю, что нет. А почему нечему завидовать у нас? Почему завидовать? А как бы нам так сделать, чтобы мы стали такой процветающей, богатой страной? Вот что нам надо делать вообще для этого? Я не знаю, это геополитика ее. Так, необразованным людям как, не знаю, это пускай там думают. Нет, спасибо. Всегда к нам очень предвзято относились, потому что считали мы недостойны их наравне с ними общаться с Западом. Я в чаты заходила в Одноклассниках, и именно вот сподвигло меня чатиться из-за военных действий на Украине. И много людей, которые уехали туда, я считаю, просто они струсили, не поверили нашему президенту, не поверили в власть нашу, которая сейчас у нас в нашей стране установлена. А я считаю, если мы живем в этой стране, мы прежде всего должны доверять своей власти, своему президенту. И все шаги, которые он делал только во благо. Но нам снизу не всегда это понятно. А там сверху намного виднее. И все шаги вот продуманы, целенаправлены, все во благо людей. Запад завидует России или нет? Завидует ли нам Запад, вот России? Нет, не завидую я Западу. Они сами загнивают. Запад завидует ли нам? Еще как завидуют. Потому что нет такой в мире страны, которой бы нам не завидовали другие остальные страны. Потому что и у нас потенциал очень большой. А в чем проявляется зависть? То есть вот к чему конкретно они завидуют? Ну, во-первых, ресурсы наши, они намного больше, чем у них. У них вообще практически нет. Они зависят от нас. Поэтому они покупают у нас и нефть, и газ, и все остальное. И даже железо покупают. Завидуют нашим ресурсам? Да. Они так и хотят, чтобы мы им все за бесплатно давали. А они не будут. Особенно Америка. Запад, да вы что? Смешно даже, чтобы Запад завидовал России. Что нам делать вообще России, чтобы стать процветающей, богатой, свободной, цивилизованной европейской страной? Ну, воровать поменьше надо было, покупать яхты. Вот эти вот как раз деньги за нефть, все ж куда шли? Чиновникам, которые обогащались, надо было пускать на развитие страны. Вот, а если уже они все украли, построили себе дворцы в Геленджике, купили яхты? Нет, они себе за границей. Так все конфисковали, у них там все арестовали. У меня вопрос. Вот у нас страна, в которой нет денег,
в которых полное выжженное поле политического, нет ничего, свобод никаких не осталось. Вот что нам, простым людям, которые хотят жить нормально, хорошо, в мире, в согласии, в любви и без вот воровской власти, что нам делать? Потому что делать ничего нельзя, за твит сажают, на митинг нельзя. И вот как нам выживать и что делать вообще? Честно говоря, даже сама затрудняюсь на этот вопрос ответить. Но и протестовать, мне кажется, это надо, чтобы что-то такое глобальное произошло, чтобы люди поняли, что творится вот на самом деле, чтобы как-то до людей это все дошло. Ну а как? Сами, может быть, прозреют, когда сейчас какие-то события будут негативные. Ну вот так я думаю. Думаете, а долго ли нам ждать осталось для того, как вот люди все прозреют? Нет, и люди еще не скоро прозреют. Не скоро. Вы смотрите, как народ зазомбирован. Люди, я просто вижу, когда все говорят, что правильно делаем. Ну как правильно? Ну вы сами посудите. Разве может в 21 веке быть что-то правильное? Вот спецоперация даже, назовем вот так. Что мы можем сказать? Разве это может быть правильно? Но я не думаю, что Россия от этого станет богаче. Наоборот, беднее. Потому что санкции громадные. Запад завидует России или нет? Хороший вопрос. Зайка, не знаешь? Ну, вряд ли завидует. А почему? В каком смысле завидует или не завидует? Ну, вообще вот в чем-то, в какой-то, может быть, области, в уровне нашей жизни, может быть. Нет, я знаю, что люди сюда приезжают некоторые, а им здесь больше нравится, чем у себя. Я знаю, что многие, которые уехали на Запад, они возвращаются, потому что та атмосфера им абсолютно не подходит. Ну, в общем-то, если человек где-то живет, он, наверное, адаптируется в этой среде и, скорее всего, в основном не завидует. Завидуют. В чем? В чем? Ну, я не знаю, и земли хорошие, и все. Мне нравится Россия. Сплоченный. Президент наш нравится мне, Путин. Все вот эти, как ее, еще, ну, по оружию, как его, Шойгу. Все хорошие. Лавров. Мне нравится. Люблю Россию. Я россиянка, никогда бы ее ни на что не поменяла. Вот честное слово. Никуда не хочу. Мне очень нравится наш президент. Я за него голосовала и буду голосовать. И вся моя семья. И весь наш дом, вот здесь на Пролетарке, тоже за него голосовал. Он справедливый, он правильный президент. Скажите, а завидует ли нам Запад? Даже очень завидуют. Они завидуют нашей дружбе со всеми странами. Они завидуют, что мы много делаем для других. Понимаете, мы помогаем всему миру. Вы посмотрите, что творится в Донбассе. Ведь не Байден послал туда гуманитарную помощь, а Россия послала. Завидует ли России Запад? А то как же? Завидует, конечно, завидует. В чем проявляется зависть их? Как в чем? То, что у нас много полезных ископаемых, нефти, газов. Все, у нас мы богатая страна. Как думаете, в чем? Что мы такие сильные Все? и дружные. Ну, а как еще, в чем? Ну, все у нас получается. Чему тут завидовать? Нечему нам завидовать. Да. А что нам нужно делать в стране, чтобы мы, наконец, были процветающей, богатой, свободной страной? Вот что нам нужно всем делать? Даже трудно сказать. Чтобы у нас вот уровень жизни, как в Канаде, в Германии, как в той же Америке. Сменяемость власти должна быть. Тогда и будет уровень жизни. А как мы можем сменить власть, если выборов, по сути, честных у нас нет, на митинги ходить — это тюрьма, а за твит можно присесть на 5 лет? Вот что нам остается делать вот тем, кто в России остался и кто хочет каких-то перемен? Даже не знаю, что делать. Уезжать с этой страны. Все, нет больше. Вариантов, мне кажется, нет. Завидует ли России Запад? Не понял. Ну вот западные страны, они завидуют России или нет? Сложный вопрос, не знаю. По ресурсам, да, скорее всего, наше богатство, а остальное, не знаю. По уровню жизни, конечно, у нас намного меньше, вы сами знаете. Воевать мы не пойдем.